Привет! Это быстрый обзор последних приключений Хан Ли. Герой загнан в угол, все пути отрезаны, и единственный шанс выжить — рвануть прямо в эпицентр смертоносной бури. Во-первых, обстановка на острове накалилась до предела. Единственный телепорт во внешний мир внезапно закрывается на несколько лет, а поблизости замечены враги из Северного Ледникового дворца. Серьезные ребята, с которыми лучше не встречаться. Оставаться там — верная смерть, и Хань Ли немедленно уходит. Во-вторых, нырок в душераздирающие ветра. Забрав все запасы тяжелой воды, Хань Ли погружается в аномалию из черных торнадо. Там на него тут же нападают иньские звери, призрачные монстры, порожденные самой бурей. Герой легко сшибает их особой золотой молнией и продвигается глубже в кошмарный туман. Наконец, самое страшное. Из бездны выныривает гигантская призрачная голова с трезубцем, сила уровня Золотого Бессмертного. Атаки Хань Ли ей абсолютно не страшны. Чтобы спастись, герой выкладывает самые мощные козыри и превращается в сверкающую птицу молнии. Но жуткая тень продолжает неустанно преследовать его. Хватит ли Хань Ли сил и хитрости, чтобы стряхнуть этот бессмертный кошмар, узнаем в следующих главах. А теперь слушаем дальше. Глава 391. Спасен. Спустя некоторое время птица молнии появилась где-то в душераздирающих ветрах во вспышке серебряной молнии, но дуги серебряной молнии вокруг ее тела уже значительно уменьшились. Внезапно птица молнии сложила крылья, прежде чем вернуться к своей человеческой форме. Именно в этот момент пространство, не более чем в 3 километрах, отсюда содрогнулось, сразу же после чего появилась гигантская призрачная голова посреди обширного пространства черного пламени. На лице Хань Ли появилось мрачное выражение, когда он увидел это. Продолжать бежать вот так было просто бесполезно, и хотя он не хотел использовать Даоса Се, у него не было выбора, кроме как сделать это. Имея это в виду, дуги золотой молнии появились над его телом, и Даос Се был готов нанести удар в любой момент. Гигантская призрачная голова, похоже, тоже что-то почувствовала, и в ее глазах появилось серьезное выражение. Именно в этот момент черный туман позади нее внезапно забурлил, после чего из него вылетел шар ослепительного желтого света. Это была яйцевидная вспышка желтого света размером более 30 метров, и она быстро вращалась, проносясь по воздуху. Кроме того, желтый свет был очень плотным, что не позволяло ясно разглядеть, что находится внутри него, и он испускал грозные энергетические колебания. Как только появилась вспышка желтого света, тут же выстрелила полоса багрового света с бесчисленными багровыми рунами, вспыхивающими внутри нее. Затем все багровые руны сошлись, образовав полупрозрачную багровую нить, которая с поразительной скоростью устремилась к гигантской призрачной голове, с легкостью пронзая черное пламя вокруг нее. Багровая нить была настолько быстрой, что только после того, как она влетела в гигантскую призрачную голову, та поняла, что произошло, после чего тут же развернулась. Именно в этот момент из призрачной головы внезапно раздался оглушительный грохот, и она тут же застыла, после чего черное пламя вокруг нее начало яростно бурлить. Раздался еще один оглушительный грохот, когда столб багрового пламени вырвался из призрачной головы, как извержение вулкана, посылая волны палящего жара во всех направлениях. Всего за несколько секунд вся призрачная голова распалась на обширное пространство черного пламени. Из глубины черного пламени раздался пронзительный крик, после чего из него вылетела черная тень, которая затем устремилась прочь, в мгновение скрывшись из виду. Глаза Хань Ли слегка прищурились, когда в его зрачках вспыхнул синий свет, и он смог мельком увидеть черную тень. Это было гуманоидное существо с непропорционально большой головой, и оно держало в руках тот самый трезубец, которым ранее атаковали Хань Ли. К сожалению, черная тень скрылась слишком быстро, чтобы Хань Ли смог как следует ее рассмотреть. Хань Ли отвел взгляд, обратив свое внимание на шар желтого света. В то же время он отлетел назад, сложив ручную печать, и 7 кулиц яркой звезды тут же появились из его тела. 7 кулиц парили вокруг него, образуя упорядоченную звездную формацию, и все кольца испускали ослепительный звездный свет, который соединился вместе, образуя ограничение звездного света. Хотя шар желтого света помог ему заставить призрачную голову отступить, он не был настолько наивен, чтобы поверить, что это союзник, поэтому он должен был принять необходимые меры предосторожности. Тем временем шар желтого света слегка развернулся, а затем исчез, открыв желтую летающую лодку длиной около 15 метров. Она напоминала летающего дракона и, похоже, была построена из какого-то желтого духовного дерева.
передней части лодки были встроены два ярко-желтых яйцевидных кристалла размером с яйцо, которые испускали особый вид колебаний закона, но Хань Ли не смог определить эти кристаллы. На летающей лодке рядом друг с другом стояли два человека, одним из которых был никто иной, как Даос Хуянь. На его спине был прямоугольный предмет, окутанный желтой тканью. Предмет был длиной около 30 сантиметров, и желтая ткань, похоже, могла сдерживать духовное чувство, что не позволяло Хань Ли увидеть, что находится под ней. Рядом с Дасом Хуянем стояла никто иная, как Юнни, и на лице Хань Ли появилось ошеломленное выражение, когда он увидел это. Старейшина Хуянь. Старейшина Юнни. Издалека я почувствовал, что здесь происходит битва, поэтому решил прийти и посмотреть, но определенно не ожидал увидеть тебя здесь, усмехнулся Даос Хуянь. Тем временем Юнни просто кивнула Хань Ли, ничего не говоря. «Я тоже не ожидал встретить вас двоих здесь», — сказал Хань Ли с улыбкой, сложив ручную печать, чтобы снять ограничение звездного света вокруг себя. Даос Хуянь был его ближайшим знакомым в Да Пылающего Дракона, и они были довольно близки. С момента инцидента в Да Пылающего Дракона Хань Ли следил за новостями, касающимися Даоса Хуяня, но определенно не ожидал встретить его здесь. «Похоже, мы действительно связаны судьбой», — задумчиво произнес Даос Хуянь с улыбкой. «Спасибо, что вмешались и заставили ту черную тень отступить, старейшина Хуянь», — сказал Хань Ли, сложив кулак в благодарном приветствии. «Не беспокойтесь об этом, я просто проходил мимо. Кстати, как получилось, что вас преследовал этот инский призрак? С этой тварью не просто справиться, и вам очень повезло, что она вас не сожрала», — сказал Даос Хуянь с серьезным выражением лица. «Так вот, как она называется. Эта тварь действительно была довольно грозной. Вы знаете ее происхождение, старейшина Хуянь?» — спросил Хань Ли. «Инские призраки — это тип существ, уникальных для этого района. Невозможно точно определить их базу совершенствования, но даже среднестатистическому золотому бессмертному будет трудно избежать участи быть сожранным одним из них. Однако, эти существа обычно появляются только в самых глубоких частях душераздирающих ветров, поэтому очень редко можно увидеть одного из них так далеко на окраине», — задумчиво произнес Даос Хуянь с озадаченным выражением лица. «В любом случае, эти инские призраки довольно сильные, но не очень умные, так что теперь, когда этот сбежал, он не вернется», — продолжил Даос Хуянь. «Приятно это слышать. Если бы я не встретил вас двоих здесь, я бы, скорее всего, погиб», — ответил Хань Ли с благодарностью кивнув. «Теперь, когда мы больше не в Да Пылающего Дракона, я думаю, что лучше отказаться от титула старейшина», — сказал Даос Хуянь со значительным выражением лица. Хань Ли согласился с этим, кивнув. Он присоединился к Дворцу Реинкарнации, в то время как Даос Хуянь, скорее всего, уже был членом Дворца Реинкарнации, поэтому они снова были частью одной и той же организации, но Хань Ли решил не раскрывать эту информацию. «Я видел некоторое время назад, что ты тоже стал разыскиваемым беглецом, которого ищет Северный Ледниковый Дворец Бессмертных, товарищ Даосли. Должен сказать, я чувствую себя немного виноватым из-за этого. Если бы мы не были так близки в Да Пылающего Дракона, тебя бы не преследовали из-за связи со мной», — сказал Даос Хуянь извиняющимся тоном. «Северный Ледниковый Дворец Бессмертных на самом деле преследует меня не из-за моей связи с вами. Вместо этого у меня есть другие разногласия с Северным Ледниковым Дворцом Бессмертных», — двусмысленно объяснил Хань Ли. «Понятно. Подождите минутку, вы уже достигли пика стадии истинного бессмертного. Неудивительно, что вы смогли отразить этого инского призрака», — сказал Даос Хуянь с ноткой удивления в глазах. Юнни все это время молча стояла рядом с Дасом Хуянем, и, очевидно, она тоже была весьма удивлена, услышав это. «Мне просто очень повезло, что я добился некоторого прогресса в своей культивации с нашей последней встречи», — скромно ответил Хань Ли. «Когда ты только присоединился к Да Пылающего Дракона, ты был всего лишь на ранней стадии истинного бессмертного, но с тех пор ты достиг пика поздней стадии истинного бессмертного всего за несколько столетий. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь во всем Северном Ледниковом регионе бессмертных добивался такого быстрого прогресса», — воскликнул Даос Хуянь с недоверчивым выражением лица. «Вы слишком добры, старший Хуянь. Я смог добиться такого быстрого прогресса только благодаря тому, что случайно получил несколько пилюль», — объяснил Хань Ли, снова намеренно все очень двусмысленно излагая. «Неужели? Полагаю, что с помощью правильных пилюль действительно можно значительно повысить скорость совершенствования», — задумчиво произнес Даос Хуянь. Хань Ли внутренне вздохнул с облегчением, увидев это. Благодаря флакону, контролирующему небеса, он смог быстро продвинуться в своей культивации, но недостатком было то, что этот невероятный прогресс мог вызвать много подозрений у тех, кто знал его в течение какого-либо существенного периода времени. Имея это в виду, Хань Ли не хотел задерживаться на этой теме, поэтому он быстро сменил тему.
Кстати, что вы здесь делаете? Сбежав из Да Пылающего Дракона, мы постоянно скрывались от Северного Ледникового Дворца Бессмертных, но на этот раз нам пришлось отправиться в море Черного Ветра по важному делу, но формация телепортации закрыта на неопределенный срок, поэтому у нас не было выбора, кроме как пройти через эти душераздирающие ветры, объяснил Даос Хуянь. Понятно, ответил Хань Ли с задумчивым кивком. А ты почему здесь, товарищ Даосли? Может быть, ты только что прибыл из моря Черного Ветра? Внезапно спросила Юнни. Верно, старшая Юнни. Море Черного Ветра сейчас не очень безопасное место, ответил Хань Ли. В глазах Даоса Хуяня и Юнни промелькнул намек на ликование, когда они увидели это, и это определенно не ускользнуло от внимания Хань Ли. А почему ты вообще пришел в такое уединенное место, как море Черного Ветра, товарищ Даосли? Спросила Юнни. До того, как присоединиться к Да Пылающего Дракона, я на самом деле некоторое время оставался в море Черного Ветра. Став разыскиваемым беглецом Дворца Бессмертных, я решил залечь на дно, поэтому вернулся в море Черного Ветра, и последние несколько столетий я смог совершенствоваться в относительном спокойствии. Однако, в последнее время в море Черного Ветра наблюдается большая нестабильность, и мне больше небезопасно оставаться там, поэтому я решил уйти. Я также решил пересечь душераздирающие ветры из-за недоступности формации телепортации, но, похоже, я был слишком самоуверен в своих силах, сказал Хань Ли с самоуничижительным выражением лица. Что происходит в последнее время в море Черного Ветра? Спросил Даос Хуянь. Глава 392. Неизбежное появление бессмертного поместья. Говоря это, Даос Хуянь взмахнул рукавом в воздухе, выпустив полосу красного света, которая полетела к Хань Ли, прежде чем зависнуть перед ним. Хань Ли сосредоточил свой взгляд на полосе красного света и обнаружил, что в ней находится флакон из золотого нефрита, который источает слабый лекарственный аромат. Это флакон с пилюлями 6 гармоний, которые очень эффективны как для восстановления, так и для исцеления. Для вас, должно быть, было довольно утомительным путешествие через эти душераздирающие ветры, так что эти пилюли будут для вас идеальными, сказал Даос Хуянь. Я ценю этот добрый жест, старший Хуянь, но я не могу принять эти пилюли. Вы уже спасли меня от этого инского призрака, поэтому я определенно не могу просить компенсацию только за то, что ответил на несколько простых вопросов, сказал Хань Ли, покачав головой, возвращая нефритовый флакон Даосу Хуяню, который убрал его обратно, не возражая. После небольшой паузы Хань Ли пересказал Даосу Хуяню то, что он видел в море Черного Ветра, а также сообщил, что на острове Черного Ветра появились культиваторы Северного Ледникового Дворца Бессмертных. Однако, он не упомянул о том, что присоединился к Дворцу Реинкарнации. В конце концов, хотя он и предполагал, что Даос Хуянь также является членом Дворца Реинкарнации, Даос Хуянь никогда открыто не признавался в этом. Даос Хуянь и Юнь не слушали его рассказ с задумчивым выражением лица, и они не выглядели слишком удивленными, как будто уже предвидели, что все это произойдет. Похоже, вы оба уже ожидали, что все это произойдет в море Черного Ветра, заметил Хань Ли с улыбкой. Даос Хуянь поднял бровь, услышав это, а Юнь не взглянула на него, и оба они промолчали. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, то просто сделайте вид, что я его не задавал, сказал Хань Ли с легкой улыбкой. Было бы грубо с нашей стороны хранить секреты, учитывая, насколько откровенны вы были с нами, товарищ Даосли, сказал Даос Хуянь после недолгого раздумья. Хуянь. Брови Юнь не слегка нахмурились, когда она услышала это. Все в порядке. Товарищ Даосли не чужой для нас, и, возможно, нам понадобится его помощь в том, что мы собираемся сделать, со значительным выражением сказал Даос Хуянь. Юнни ничего не сказала, услышав это. Что вы имеете в виду, старший Хуянь? Если есть какие-то сложные обстоятельства, то я рад остаться в неведении, сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. В данный момент он старался держаться подальше от неприятностей. Не спешите с выводами, товарищ Даосли. То, что я собираюсь вам рассказать, может стать блестящей возможностью, сказал Даос Хуянь с ноткой таинственности в голосе. Хорошо, тогда, пожалуйста, продолжайте, старший, подсказал Хань Ли. Вы только что упомянули об участившихся стихийных бедствиях, происходящих по всему морю Черного Ветра, и на самом деле этому есть причина. Проще говоря, вот-вот появится бессмертное поместье, и это вызывает возмущение в духовных жилах региона. Культиваторы Северного Ледникового Дворца Бессмертных также прибыли именно за этим бессмертным поместьем, и это также наша цель, рассказал Даос Хуянь. Хань Ли был весьма ошеломлен, услышав это, но в то же время это ответило на некоторые вопросы, которые в последнее время занимали его мысли. Это объясняло все странные действия, предпринятые островом Черного Ветра и островом Лазурного Пера, а также внезапное появление культиваторов Северного Ледникового Дворца Бессмертных в море Черного Ветра.
Пилюля происхождения пустоты, которую он создал для Змея-3, скорее всего, тоже имела какое-то отношение к этому бессмертному поместью. Пока все эти мысли проносились в его голове, Хань Ли сделал глубокий вдох, чтобы собраться, а затем продолжил слушать, что скажет Даос Хуянь. Это бессмертное поместье называется бессмертным поместьем Адского Мороза, и это пещерная резиденция, оставленная всемогущим старшим, которого называют бессмертным повелителем Адского Мороза, бесчисленное количество лет назад. Невозможно точно установить, сколько лет прошло, но говорят, что этот бессмертный повелитель приложил огромные усилия, чтобы запечатать это бессмертное поместье в пространственном разломе, прежде чем исчезнуть без следа. После этого, каждые несколько десятков тысяч лет бессмертное поместье появлялось где-нибудь в северном ледниковом регионе бессмертных. Внутри бессмертного поместья находятся бесчисленные ценные предметы, пилюли, искусство совершенствования и даже бессмертные сокровища. Можно сказать, что это сокровищница номер 1 в северном ледниковом регионе бессмертных, продолжил Даос Хуянь, и в то же время он наблюдал за выражением лица Хань Ли. Однако, реакция Хань Ли была для него довольно неожиданной. Помимо первоначального удивления, которое проявил Хань Ли, в дальнейшем он оставался довольно спокойным. Хань Ли немного помолчал, а затем спросил: «Может быть, возможность, о которой вы упоминали ранее, это возможность для меня сопровождать вас двоих в бессмертное поместье Адского Мороза, именно? Разве вам это не интересно, товарищ Даосли?» — спросил Даос Хуянь. Вместо того, чтобы ответить на вопрос Даоса Хуяня, Хань Ли сказал: «Похоже, что бессмертное поместье Адского Мороза существует уже бесчисленное количество лет, так что оно должно было появляться довольно много раз в прошлом. Даже если бы внутри было много ценных сокровищ, наверняка к этому моменту они все уже были бы забраны. Вам не стоит беспокоиться об этом, товарищ Даосли. Бессмертное поместье изобилует ограничениями, и получить сокровища внутри не так-то просто. Многие откусили больше, чем могли проглотить, и потеряли свои жизни в бессмертном поместье, а имущество, которое они оставили после себя, добавилось к сокровищам, ожидающим своего часа. Кроме того, говорят, что во время последнего открытия бессмертного поместья кто-то обнаружил внутри него независимую зону, и никто не знает, что они нашли в этой зоне, ответил Даос Хуянь. Вместо того, чтобы проявить какое-либо волнение, услышав это, Хань Ли снова замолчал. Даос Хуянь не пытался торопить Хань Ли с решением, просто молча ожидая, пока он обдумывает предложение. «Спасибо за приглашение, старший, но, как говорится, риск и награда всегда идут рука об руку, и я не готов идти на такой риск сейчас, поэтому мне придется отказаться от предложения на этот раз», решил Хань Ли после некоторых раздумий. Его главным приоритетом сейчас было найти способ достичь стадии Золотого Бессмертного, а сопровождение Даоса Хуяня и Юнни в это бессмертное поместье Адского Мороза только сбило бы его с пути. Самое главное, что Северный Ледниковый дворец Бессмертных также послал на этот раз в море Черного Ветра множество культиваторов, среди которых было немало Золотых Бессмертных, и если бы они раскрыли его личность, то бессмертное поместье, скорее всего, стало бы его последним пристанищем. Даос Хуянь, похоже, понял мысли Хань Ли и спросил: «Вы беспокоитесь о том, что встретите культиваторов Дворца Бессмертных внутри бессмертного поместья?» Хань Ли кивнул в ответ. «Я всего лишь простой культиватор стадии истинного бессмертного, и я буду совершенно бессилен защитить себя, если встречу каких-либо культиваторов Дворца Бессмертных». Кроме того, как Даос Хуянь, так и Юнни также были разыскиваемыми беглецами Северного Ледникового Дворца Бессмертных, поэтому сопровождение их в бессмертное поместье Адского Мороза только увеличило бы его шансы на разоблачение. Не стоит беспокоиться об этом. Я знаю, что ты также присоединился к гильдии странников, а маскировки, которые можно принять с помощью масок гильдии странников, настолько невообразимы, что даже Золотой Бессмертный не сможет легко разглядеть их. Если мы замаскируемся под троицу странствующих культиваторов, я уверен, что культиваторы Северного Ледникового Дворца Бессмертных не смогут нас опознать. Кроме того, всегда есть много сил, которые посылают культиваторов в бессмертное поместье Адского Мороза, когда бы оно ни появилось, и это включает в себя Дворец Небесного Потока и секту Падающей Зари. Северный Ледниковый Дворец Бессмертных может быть грозным, но у них будут заняты руки в противостоянии с их конкурентами, так что они не смогут нацелиться на странствующих культиваторов, под которых мы будем маскироваться, сказал Даос Хуянь. Вы хотите сказать, что Дворец Небесного Потока и секта Падающей Зари также послали людей в море Черного Ветра? Спросил Хань Ли, и на его лице появилось удивление. 3 лучшие секты нашего Северного Ледникового региона Бессмертных никогда не пропускали такого события. Несмотря на то, что до Пылающего Дракона уже не та сила, что раньше, 2 другие секты относительно не пострадали, и я уверен, что они уже послали людей в море Черного Ветра, получив известие о скором появлении бессмертного поместья.
Кроме того, из-за того, что случилось с Дао Пылающего Дракона, две другие секты питают к Северному Ледниковому Дворцу Бессмертных больше вражды, чем когда-либо прежде, и есть высокий шанс, что они объединят свои силы, чтобы нацелиться на Северный Ледниковый Дворец Бессмертных в Бессмертном поместье, ответил Даос Хуянь. То есть, по сути, Северный Ледниковый Дворец Бессмертных будет слишком занят борьбой с ними, чтобы сосредоточиться на нас, верно? Спросил Хань Ли. Верно, кивнул Даос Хуянь. Хань Ли погрузился в глубокие раздумья, услышав это. Даос Хуянь был прав. В конце концов, Дворец Бессмертных не только враждовал с Дворцом Небесного Потока и сектой Падающей Зари, но и с Дворцом Реинкарнации. Весьма вероятно, что Змей-3 также планировал отправиться в Бессмертное поместье, и с таким количеством врагов на каждом шагу, весьма вероятно, что Северный Ледниковый Дворец Бессмертных будет полностью занят. Даос Хуянь понял, что Хань Ли начинает согреваться к этой идее, поэтому продолжил. Кроме того, в Бессмертном поместье есть много сокровищ, и при вашей нынешней базе совершенствования, возможно, вы сможете найти там возможность, которая поможет вам прорваться к стадии Золотого Бессмертного. Глаза Хань Ли тут же загорелись, когда он услышал это, и он спросил, в Бессмертном поместье действительно есть сокровища, которые могут помочь человеку продвинуться к стадии Золотого Бессмертного. Я слышал только слухи о том, что они существуют, но я склонен верить этим слухам. В конце концов, в прошлом был случай, когда кто-то в Бессмертном поместье нашел котел, полный первоклассных пилюль, которые могут повысить базу совершенствования Золотых Бессмертных, ответил Даос Хуянь. Похоже, что вы сами не так много знаете о Бессмертном поместье, старший. Возможно, там есть какие-то ценные сокровища, но я реально не хочу рисковать своей жизнью ради того, что может оказаться не более чем несбыточной мечтой, сказал Хань Ли после некоторых раздумий. Это разумная точка зрения. Такие культиваторы, как мы, делают все возможное, чтобы максимально снизить риск. Тем не менее, вы сейчас совершенствуете писание оси мантры, верно? Спросил Даос Хуянь. Хань Ли не знал, почему этот вопрос был поднят, но все же кивнул в ответ. Верно. Полагаю, вы не знакомы с происхождением этого искусства совершенствования, верно? Спросил Даос Хуянь с таинственной улыбкой. Пожалуйста, просветите меня, старший Хуянь, сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. Писание оси мантры может быть главным искусством совершенствования Дао Пылающего Дракона, но оно происходит не из Дао Пылающего Дракона. Вместо этого оно было взято лордом Дао Байли из секты под названием «Секта истинной мантры» много лет назад, рассказал Даос Хуянь. Глава 393. Возвращение. Хань Ли кивнул в ответ на это откровение, и он не был особо удивлен. Несмотря на то, что это было царство истинных бессмертных, по своей природе оно мало чем отличалось от низших царств, поскольку между культиваторами постоянно происходили конфликты, и каждый день бесчисленные секты уничтожались, а их сокровища и искусство совершенствования разграблялись. Имея это в виду, Хань Ли решил промолчать. Даос Хуянь явно упомянул эту тему по какой-то причине, и должно было быть продолжение. И действительно, после небольшой паузы Даос Хуянь продолжил. Я хочу сказать вам, что существует не только 3 уровня писания оси мантры. Вместо этого полное искусство совершенствования имеет 9 уровней. Выражение лица Хань Ли мгновенно резко изменилось, когда он услышал это. Достигнув пика поздней стадии истинного бессмертного, он начал планировать свою будущую культивацию, как только достигнет стадии Золотого Бессмертного, и пытался найти искусства совершенствования, связанные с законами времени, которые были выше стадии истинного бессмертного, но безуспешно. Следовательно, он, естественно, был чрезвычайно взволнован, услышав, что есть еще части писания оси мантры. Хань Ли сделал глубокий вдох, чтобы подавить собственное волнение, а затем спросил, в таком случае, почему старший Байли заявил, что существует только 3 уровня писания оси мантры, даже в контексте всего царства истинных бессмертных, искусства совершенствования, связанные с законами времени, чрезвычайно редки, а те, которые могут поддерживать совершенствование человека до стадии Золотого Бессмертного, уже пользуются невероятным спросом. Если бы выяснилось, что писание оси мантры имеет более 3 уровней, то секту, скорее всего, ждали бы бесконечные проблемы, объяснил Даос Хуянь. Это имеет смысл, задумчиво произнес Хань Ли, кивнув. Кроме того, лорд Дао Байли получил только первые 6 уровней искусства совершенствования, и на данный момент все 6 уровней находятся в моем распоряжении, рассказал Даос Хуянь. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но внутренне он все больше волновался, когда спросил, что вам нужно от меня, старший Хуянь. Все, что вам нужно сделать, это сопровождать нас в бессмертное поместье Адского Мороза и помочь мне получить определенный предмет. После этого я отдам вам 3 последних уровня искусства совершенствования, ответил Даос Хуянь с улыбкой. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, когда он услышал это.
Тем временем Даос Хуянь спокойно стоял, сцепив руки за спиной, по-видимому, совершенно не беспокоясь о возможности того, что Хань Ли может ему отказать. Спустя долгое время Хань Ли поднял голову и сказал: «Если то, что вы мне говорите, правда, то я определенно готов рассмотреть это предложение. Однако, я должен убедиться, что у вас действительно есть 3 последних уровня писания оси мантры». Даос Хуянь слегка запнулся, услышав это, а затем кивнул в ответ, взмахнув рукой, чтобы достать нефритовый листок. После этого он вложил в нефритовый листок несколько печатей заклинаний, прежде чем бросить его Хань Ли. Хань Ли поймал нефритовый листок, прежде чем кратко осмотреть его содержимое своим духовным чувством, а затем кивнул, заявив: «Это действительно продолжение писания оси мантры». Ему были открыты только первые несколько строк нефритового листка, но, поскольку он уже освоил первые 3 уровня писания оси мантры, он, естественно, смог определить по этим нескольким строкам, является ли это 4-м уровнем искусства совершенствования. «В таком случае мы договорились?» — спросил Даос Хуянь с улыбкой. «Прежде чем я отвечу на это, у меня есть вопрос, который я хотел бы вам задать», — ответил Хань Ли. «Валяйте, товарищ Даос Ли», — подсказал Даос Хуянь. «Я всего лишь культиватор стадии истинного бессмертного, и мои силы намного уступают вашим, поэтому, даже если я буду сопровождать вас в бессмертное поместье, мне трудно понять, как я могу предложить вам какую-либо значимую помощь. Я уверен, что должна быть причина, по которой вы готовы предложить мне такую существенную компенсацию за мое участие, и я хочу знать эту причину», — сказал Хань Ли. «Даже если бы вы не задали мне этот вопрос, я бы все равно объяснил вам. Я уже сказал вам, что я вхожу в бессмертное поместье Адского Мороза, чтобы получить определенный предмет. В процессе этого мои шансы на успех значительно возрастут, если я смогу воспользоваться помощью вашей священной оси мантры», — объяснил Даос Хуянь. «Если это ценное сокровище, за которым вы гонитесь, то наверняка найдутся люди, которые будут сражаться за него. Разве это не поставит нас в опасное положение?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. «Определенно будет какая-то опасность, но писание оси мантры — это чрезвычайно ценное искусство совершенствования, поэтому не стоит рассчитывать получить его, не рискуя. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность, но я не могу обещать ничего сверх этого», — ответил Даос Хуянь. Хань Ли, похоже, все еще сомневался, услышав это. «Как насчет этого? В знак искренности, если вы согласитесь войти в бессмертное поместье вместе с нами, я могу сразу же дать вам 4-й уровень писания оси мантры, а после того, как мы получим предмет, который я ищу, я дам вам 2 последующих уровня», — сказал Даос Хуянь. Хань Ли еще немного поразмыслил над этим вопросом, а затем кивнул, соглашаясь на это предложение. «Хорошо, в таком случае мы договорились. Будьте уверены, вы можете рассчитывать на то, что я выполню свои обещания», — сказал Даос Хуянь с улыбкой. «Это никогда не вызывало у меня беспокойства, старший Хуянь. Мы знаем друг друга много лет, и я прекрасно знаю вашу честность и характер», — ответил Хань Ли с улыбкой. «Поднимайтесь на борт нашей летающей лодки, товарищ Даос Ли. Мы все еще находимся внутри душераздирающих ветров, и это не то место, где кто-либо должен оставаться в течение длительного периода времени», — сказал Даос Хуянь, делая приглашающий жест рукой. Хань Ли послушно подчинился, взлетев на желтую летающую лодку, и Даос Хуянь сложил ручную печать, после чего вся летающая лодка начала излучать ослепительный желтый свет, образуя шар желтого сияния, который охватил всю лодку. Сразу же после этого шар желтого света отправился с замечательной скоростью, и он испускал особый вид энергетических колебаний, которые, казалось, были способны подавлять душераздирающие ветры, о чем свидетельствовал тот факт, что все душераздирающие ветры на пути шара желтого света мгновенно расступались, чтобы дать ему свободный проход. Сидя на летающей лодке, Хань Ли с удивлением обнаружил, что вообще не слышит звуков душераздирающих ветров. Похоже, эта летающая лодка обладала свойствами, аналогичными его жемчужине укрытия от ветра, за исключением того, что эти свойства были значительно усилены. Имея это в виду, он начал внимательно осматривать летающую лодку, особенно 3 желтых кристалла, встроенных в нее. Юнь не заметила, на что смотрит Хань Ли, и объяснила: эти кристаллы получены из останков зверей-стражей зла. Звери-стражи зла. Тех самых зверей, которые, как говорят, могут приносить удачу и отпугивать несчастье. Спросил Хань Ли с ноткой удивления в глазах. Он видел записи об этом типе зверей в некоторых древних писаниях в прошлом. Говорили, что эти звери обладают врожденной способностью подавлять все злые сущности, благодаря чему они снискали себе огромную славу в царстве бессмертных. Также говорили, что те, кто имеет рядом с собой такого зверя, всегда будут благословлены удачей, и по этой причине зверей-стражей зла много лет назад истребили почти до полного исчезновения.
Я не знаю, могут ли звери-стражи зла приносить удачу или нет, но Хуянь использовал их останки для создания этой летающей лодки, и, очевидно, она очень эффективна в отражении душераздирающих ветров, ответила Юнни с легкой улыбкой. Понятно, как и ожидалось от человека с талантами старшего Хуяня. «Кстати, где сейчас Бай Сюань?» — спросил Ханьли. Юаньер покинула до пылающего дракона еще до церемонии проповеди, и сейчас она совершенствуется в безопасном месте, ответила Юнни. «Приятно это слышать», — кивнул Ханьли. При упоминании о Бай Сюань Ханьли невольно вспомнил о Мэн Цинцань и остальных. Чтобы не раскрыть свою личность, он вообще не связывался с ними с тех пор, как в последний раз расстался с ними. Однако, в жизни каждый должен полагаться на самого себя, и, возможно, Мэн Цинцань и остальные смогут проложить свой собственный путь без его защиты. Ханьли покачал головой, чтобы избавиться от этой мысли, затем закрыл глаза и начал совершенствоваться. 3 дня пролетели в мгновение ока. Летающей лодке потребовалось всего 3 дня, чтобы преодолеть то же расстояние, на которое Ханьли потратил около полумесяца. Троица стояла в воздухе, глядя на море впереди, и Даос Хуянь задумчиво произнес: «Так вот оно какое, море черного ветра. Море черного ветра находится на окраине северного ледникового региона бессмертных, поэтому ци происхождения мира здесь, естественно, гораздо реже, чем в других местах. В данный момент мы находимся на северо-западной границе моря черного ветра». «Вот несколько карт всего региона», — сказал Ханьли, доставая пару нефритовых листков, прежде чем передать их Даосу Хуяню и Юнни. Даос Хуянь принял нефритовый листок, прежде чем влить в него свое духовное чувство, после чего он поднял бровь и заметил: похоже, море черного ветра — довольно обширный регион. Море черного ветра может быть уединенным, но оно не меньше среднего континента, согласился Ханьли, кивнув. Брови Даоса Хуяня слегка нахмурились, когда он услышал это, и он убрал нефритовый листок, прежде чем взмахнул рукой, чтобы призвать синий свиток, на котором было изображено живописное произведение искусства. «Это живописная картина адского мороза», — воскликнул Ханьли, когда его взгляд упал на синий свиток. «А откуда вы знаете, товарищ Даосли?» — спросил Даос Хуянь с удивленным выражением лица. «Я однажды видел, как этот предмет продавался на секретном аукционе, который проводился перед церемонией проповеди, но тот был не полным произведением искусства, но, тем не менее, он был куплен за очень высокую цену. Может быть, это вы купили этот предмет?» — спросил Ханьли. Живописная картина адского мороза был продан на аукционе перед церемонией проповеди. Я впервые об этом слышу. Однако, я получил это произведение искусства из другого места, так что оно определенно не то же самое, что вы видели, сказал Даос Хуянь с удивленным выражением лица. Значит ли это, что существует 2 такие живописные картины адского мороза? Кроме того, судя по названию, похоже, что она имеет какое-то отношение к бессмертному поместью адского мороза, верно? Спросил Ханьли. Верно. Чтобы войти в бессмертное поместье адского мороза, необходимо иметь живописную картину адского мороза, поэтому он действует как своего рода ключ. Насколько мне известно, всего существует 8 таких свитков. Северный ледниковый дворец бессмертных, секта падающей зари, дворец небесного потока и до пылающего дракона, у каждого есть по одному, а остальные 4 пропали. Тот, что вы видели на том аукционе, должно быть, был одним из этих 4, задумчиво произнес Даос Хуянь. Глава 394. Временное расставание. Ханьли просветлел, услышав это. Неудивительно, что таинственная культиваторша в красном одеянии была готова заплатить такую высокую цену за неполную живописную картину адского мороза. Имея это в виду, Ханьли не мог не задаться вопросом, какой организации она принадлежит. Вы только что упомянули, что у Да Пылающего Дракона тоже есть одна такая картина. Может быть, верно, в настоящее время у Да Пылающего Дракона больше нет живописной картины адского мороза. Картина всегда находилась во владении лорда Да Байли, но теперь, когда лорд Да Байли и я покинули секту, мы, естественно, забрали картину с собой, ответил Даос Хуянь с улыбкой. Ханьли покачал головой, тихо вздохнув. На пике своего могущества наша Да Пылающего Дракона стояла в одном ряду с такими, как Дворец Небесного Потока и секта Падающей Зари, насчитывая 13 лордов до стадии Золотого Бессмертного и 1000 истинных бессмертных в своих рядах, а также бесчисленное множество дочерних сил. Если бы лорд Да Ауян и остальные не вступили в сговор с Северным Ледниковым Дворцом Бессмертных, Дворец Бессмертных никак не смог бы что-либо сделать с нашим Да Пылающего Дракона. Выражение лиц Даоса Хуяня и Юнни немного помрачнело, когда они услышали это, и было ясно, что это все еще давит на их разум. Честно говоря, то, что вы видели, было лишь поверхностной картиной.
На самом деле, между 13 лордами Да уже очень давно бушевали глубокие конфликты, и если бы не лорд Да Байли, Да Пылающего Дракона давно бы осталось позади Дворца Небесного Потока и секты Падающей Зари. Нет смысла говорить об этом сейчас, давайте сосредоточимся на текущем вопросе, вздохнул Даос Хуянь. С этими словами он начал читать заклинание, одновременно быстро складывая ручные печати, и из его рук вылетели полосы синего света, образовав круглую проекцию формации, излучающую ослепительный синий свет. После этого Даос Хуянь взмахнул рукой в воздухе, и живописная картина адского мороза, которую он держал, полетела по воздуху, превратившись в полосу синего света, прежде чем в мгновение ока приземлиться в центре формации. Из произведения искусства тут же начали подниматься струйки синего света, напоминающие облака и туман, а также начала распространяться ледяная аура, заставляя температуру воздуха в округе резко упасть. В мгновение ока поверхность моря в радиусе нескольких десятков километров внизу замерзла, а в воздухе закружились снежинки. Живописная картина адского мороза парила в центре формации, а последняя вращалась вокруг первой. Они резонировали друг с другом, и синий свет, который они излучали, переплетался, прежде чем вспыхивать в ритмичной манере, как будто они что-то обнаруживали. В глазах Хань Ли появился намек на любопытство, когда он увидел это, но он не стал задавать никаких вопросов, так как не хотел отвлекать Даоса Хуяня. Что касается Юнни, то он был с ней не очень знаком, поэтому, естественно, тоже не собирался задавать ей никаких вопросов. Через несколько мгновений Даос Хуянь взмахнул рукавом в воздухе, и вся синяя проекция формации мгновенно распалась на пятнышки синего света, которые затем развеялись ветром. Свет, излучаемый живописной картиной адского мороза, также угас, прежде чем она вернулась в руки Даоса Хуяня. В то же время ледяная аура в воздухе также рассеялась, но поверхность моря внизу осталась замерзшей. «Как обстоят дела?» — спросила Юнни. Судя по нынешним признакам, до появления бессмертного поместья должно оставаться примерно 3 или 4 года, ответил Даос Хуянь. Хань Ли взглянул на синий свиток, который держал в руках Даос Хуянь, услышав это. Похоже, эта картина была не просто ключом. «А как насчет точного местоположения?» — спросила Юнни. «Я не могу определить его отсюда, значит, мы слишком далеко. К счастью, у нас еще есть время. Мы можем выбрать несколько мест на карте, а затем попробовать еще раз из этих мест», — ответил Даос Хуянь. Юнни кивнула в ответ. Даос Хуянь повернулся к Хань Ли и спросил: «У тебя есть какие-нибудь планы, товарищ Даосли? У нас еще есть немного времени, ты хочешь остаться с нами или сделать какие-то приготовления самостоятельно?» Хань Ли на мгновение задумался над своими вариантами, а затем ответил: «Если я собираюсь сопровождать вас двоих в бессмертное поместье, то мне стоит все же хорошенько подготовиться, поэтому я думаю, что пока отправлюсь в одиночку». «Наверное, это хорошая идея. Бессмертное поместье чревато опасностью, так что тебе лучше сделать кое-какие приготовления», — кивнул Даос Хуянь. Затем он взмахнул рукой, доставая пластину красной формации размером с ладонь, прежде чем передать ее Хань Ли, продолжая: «Найдите безопасное место, и если вам что-нибудь понадобится от меня, свяжитесь со мной с помощью этой пластины огненного общения». Хань Ли принял пластину формации и обнаружил, что на ее поверхности выгравировано изображение пламени, и он кивнул в ответ, прежде чем убрать ее. После этого Даос Хуянь предупредил Хань Ли, чтобы его не обнаружили культиваторы из Дворца Бессмертных, а затем быстро ушел вместе с Юнни. Хань Ли еще немного задержался в этом районе, а затем улетел в другом направлении, превратившись в полосу лазурного света. Полмесяца спустя Хань Ли появился возле острова Темной Завесы во вспышке лазурного света. Он взглянул на остров и обнаружил, что все ограничения все еще на месте, что указывало на то, что остров все еще остается в изоляции. Затем он отвел взгляд, прежде чем улететь вдаль. На поверхности моря недалеко от острова Темной Завесы находился грозный водоворот, который грохотал, как гром. Вся морская вода в радиусе десятков тысяч километров сходилась к водовороту, прежде чем быть затянутой в него. Хань Ли полетел прямо в море и вскоре оказался на морском дне. Внутри синего ограничения сидел его аватар земного божества с закрытыми глазами и скрещенными ногами, а над его головой парила нить закона воды, медленно вращаясь в том же направлении, что и водоворот наверху. Окружающая морская вода постоянно сходилась к водовороту, прежде чем быстро превращаться в капли тяжелой воды, и к этому моменту между ладонями аватара земного божества уже находился шар тяжелой воды размером с человеческую голову. На первый взгляд шар тяжелой воды ничем не примечателен, но Хань Ли ясно чувствовал, что он чем-то отличается. В частности, его плотность намного превышала плотность тяжелой воды первого уровня. Хань Ли влетел в синее ограничение, превратившись в лазурную тень, а затем сел, скрестив ноги. Оставалось всего 3 или 4 года, и он не хотел искать другое место для уединения, поэтому решил вернуться на остров Темной Завесы.
Он сделал манящий жест, и шар тяжелой воды второго уровня вылетел из рук его аватара, прежде чем приземлиться перед ним. Только этот небольшой шар тяжелой воды второго уровня уже был тяжел, как гора высотой в несколько тысяч метров. Хань Ли закрыл глаза, выпуская свое духовное чувство, и он почувствовал, как из шара тяжелой воды второго уровня хлынула грозная духовная сила атрибута воды, создавая у него ложное впечатление, что он сейчас стоит перед огромным озером. Он открыл глаза, и на его лице появилось довольное выражение. Глаза Хань Ли слегка прищурились, и он начал обдумывать возможность превращения всей своей тяжелой воды первого уровня в тяжелую воду второго уровня. Однако, затем он покачал головой, чтобы отбросить эту мысль. В данный момент у него было не так много времени, и такую трудоемкую задачу лучше было оставить до возвращения из бессмертного поместья. Взмахнув рукавом, Хань Ли вернул шар тяжелой воды своему аватару земного божества, после чего на его лице появилось задумчивое выражение. До появления бессмертного поместья оставалось всего несколько лет, и этого времени было недостаточно, чтобы добиться существенного прогресса в каком-либо из его искусств совершенствования. Следовательно, единственный способ, которым он мог бы максимально увеличить свои силы за короткое время, это поработать над своими духовными сокровищами и бессмертными сокровищами. Бессмертные сокровища, которые он забрал у других, такие как 7 колец яркой звезды, будет не просто усовершенствовать, поэтому, похоже, его единственными вариантами были зеленые бамбуковые мечи облачного роя и истинная ось тяжелой воды. Имея это в виду, Хань Ли поднял руку, и из его рукава вылетела серия полос лазурного света, превратившись в 72 маленьких лазурных меча с тонкими дугами золотой молнии, вспыхивающими на них. Это были не что иное, как его зеленые бамбуковые мечи облачного роя, и они испускали грозную и несравненно острую ауру, заставляя окружающую морскую воду дрожать и содрогаться. Мечи были слегка повреждены во время его битвы с тем иньским призраком, но после того, как они впитывались в его теле в течение последних нескольких дней, они были близки к полному восстановлению. Хань Ли поднял другую руку, и его истинная ось тяжелой воды также вылетела из его тела. Он на мгновение посмотрел на оба сокровища, а затем окончательно остановил свой выбор на истинной оси тяжелой воды и убрал свои зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Хотя его зеленые бамбуковые мечи облачного роя были его связанным сокровищем, не так-то просто было увеличить их силу за короткое время, и делать это без надлежащего плана могло иметь пагубные последствия. Что касается его истинной оси тяжелой воды, то это было ложное бессмертное сокровище, которое он создал с помощью искусства совершенствования, и у него все еще было много возможностей для улучшения. Кроме того, даже если бы оно было повреждено в результате неудачной попытки создания, последствия были бы далеко не катастрофическими. Приняв решение, Хань Ли сделал глубокий вдох, а затем сложил ручную печать, и руна Да воды на истинной оси тяжелой воды тут же загорелась, выпустив волны синих рябей. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, когда он увидел это. По мере того, как он с годами совершенствовался в своей культивации, он все глубже понимал, как использовать истинную ось тяжелой воды в бою. Не так-то просто было увеличить ее силу, и он даже несколько раз подумывал о том, чтобы создать это сокровище заново. Он взмахнул рукой, доставая нефритовый листок, который содержал метод создания ложной оси. После этого он прижал нефритовый листок к колбу и закрыл глаза. Только просидев совершенно неподвижно 3 дня, он снова открыл глаза, а затем поднялся на ноги, прежде чем достать некоторые материалы и начать делать надписи на земле. Спустя день и ночь на земле появился чрезвычайно сложный массив. Внутри массива находилось 8 кольцевых узоров, которые испускали вспышки синего света, а Хань Ли сидел в центре массива. Его аватар земного божества также перестал создавать тяжелую воду и сидел напротив него. Хань Ли сложил ручную печать, одновременно открыв рот, чтобы выпустить шар лазурного зарождающегося пламени, и в то же время его аватар земного божества также открыл рот, чтобы выпустить шар синего пламени, который смешался с лазурным зарождающимся пламенем. 2 пламени соединились, образовав сино-лазурный огненный шар размером в несколько десятков сантиметров, который окутал истинную ось тяжелой воды, чтобы опалить ее интенсивным жаром. Все руны на истинной оси тяжелой воды тут же загорелись, когда она начала дрожать и гудеть. Глава 395. Реконструкция. Хань Ли начал читать заклинание, одновременно выставляя вперед серию печатей заклинания, и массив тут же начал работать. 8 кольцевых узоров внутри массива на мгновение размылись, после чего внутри них появилась серия глубоких золотых рун, переплетающихся друг с другом, образуя в воздухе многочисленные сферические проекции. По мере того, как Хань Ли продолжал вкладывать в массив все больше печатей заклинания, сферические проекции взрывались шарами синего пламени, создавая впечатление, что весь массив охвачен огнем.
Именно в этот момент он переключился на другую ручную печать, и все огненные шары выплыли из массива, прежде чем сойтись к истинной оси тяжелой воды. Огненный шар вокруг истинной оси тяжелой воды быстро раздулся до размеров мельничного жернова, а жар, который он излучал, быстро усиливался, заставляя температуру окружающего воздуха резко повышаться. Перед лицом этого палящего синего пламени духовные узоры на поверхности оси постепенно начали становиться прозрачными. Месяц пролетел в мгновение ока. К этому моменту истинная ось тяжелой воды уже полностью стала прозрачной, напоминая полупрозрачный синий кристалл, излучающий ослепительный синий свет. Однако этот синий свет постоянно пульсировал, и казалось, что истинная ось тяжелой воды может поддаться жару и в любой момент расплавиться, превратившись в жидкость. В то же время руна Да воды на оси стала еще ярче и испускала грозные колебания закона воды. Увидев это, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, и перед ним появилось 7 или 8 различных материалов. Все эти материалы были разных оттенков синего и содержали силу закона воды. Он сложил ручную печать, одновременно взмахнув рукавом в воздухе, и все синее пламя во всем массиве постепенно сошлось к 8 кольцевым узорам в массиве. Через несколько секунд все синее пламя в массиве полностью собралось в 8 кольцах, образовав 8 столбов синего огня. По взмаху руки Хань Ли 8 материалов влетели каждый в один из 8 огненных столбов. Сразу же после этого Хань Ли начал читать заклинание, и 8 столбов синего огня начали быстро вращаться, превращаясь в 8 огненных торнадо, излучающих палящий жар. 8 материалов внутри огненных торнадо один за другим расплавились в шары синей жидкости, и внутри каждого шара синей жидкости находилась синяя руна, символизирующая силу закона, которую содержали материалы. Хань Ли слегка кивнул, увидев это, а затем снова переключился на другую ручную печать, после чего синяя жидкость внутри 8 огненных столбов одновременно вылетела наружу, прежде чем исчезнуть в огненном шаре вокруг истинной оси тяжелой воды. Затем Хань Ли сделал глубокий вдох, на его лице появилось сосредоточенное выражение, и он начал быстро складывать ручные печати. Тем временем огненный шар вокруг истинной оси тяжелой воды начал вращаться, быстро образуя огненный вихрь. 8 огненных столбов внутри массива также сошлись и слились в огненный вихрь, заставляя его быстро расширяться, одновременно увеличивая жар. На лбу Хань Ли начали появляться крупные капли пота, когда он продолжал быстро складывать ручные печати, и 8 шаров жидкости постепенно сливались с истинной осью тяжелой воды, в то время как огненный вихрь продолжал вращаться. С каждым шаром жидкости, который вливалась, синий свет, излучаемый осью, немного усиливался, и в свете можно было увидеть бесчисленные синие руны, танцующие внутри него. Синий свет выглядел очень хаотично, а все синие руны внутри также прыгали совершенно беспорядочно, заставляя всю ось дрожать в нестабильной манере. Именно в этот момент глаза аватара земного божества внезапно распахнулись, и он сложил ручную печать, когда над его головой появилась толстая синяя полупрозрачная нить. Сразу же после этого синяя нить выстрелила и влилась в истинную ось тяжелой воды. Из истинной оси тяжелой воды вырвалась вспышка ослепительного синего света, осветив все морское дно в радиусе нескольких сотен километров. Вспышка грозных колебаний закона воды исходила из синего света, посылая видимые ряби, распространяющиеся по окружающему воздуху. Внезапно все синие руны вокруг истинной оси тяжелой воды резко стабилизировались, прежде чем в мгновение ока исчезнуть в оси. Хань Ли тут же начал вкладывать печати заклинаний в ось, увидев это, и ось начала гудеть и дрожать, как и синий свет, который она испускала. В следующее мгновение поверхность моря в радиусе сотен километров начала яростно бурлить, и под поверхностью появились бесчисленные водовороты. Внезапно бесчисленные лезвия и стрелы воды начали проноситься сквозь морскую воду, уничтожая все на своем пути. Все живые морские существа в радиусе нескольких сотен километров были мгновенно убиты, а также был снят толстый слой морского дна. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, после чего в его глазах появилось радостное выражение. Затем он сделал глубокий вдох, и радость в его глазах угасла. В то же время поток лазурного зарождающегося пламени, вырывающегося из его рта, прекратился, и массив на земле также мгновенно перестал функционировать. Аватар земного божества также убрал синее зарождающееся пламя, струящееся из его рта. Когда все пламя исчезло, осталась только полупрозрачная истинная ось тяжелой воды, парящая в воздухе. Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции, который в мгновение слился с истинной осью тяжелой воды. Сразу же после этого полупрозрачная ось начала быстро приобретать непрозрачный черный цвет, и в то же время она быстро остывала. По поверхности оси промелькнул синий свет, и появились 9 пятнышек нежного синего света, которые затем превратились в 9 рун Да воды. Вспышка колебаний закона воды, которые были в несколько раз сильнее, чем раньше, хлынула из истинной оси тяжелой воды, и в глазах Хань Ли появился намек на ликование, когда он увидел это.
Потрудившись более месяца, он, наконец, добился успеха. Он выглядел немного уставшим, и только после того, как он принял восстанавливающую пилюлю, его цвет лица постепенно улучшился. Хань Ли выдохнул, осматривая истинную ось тяжелой воды, и удовлетворение в его глазах стало еще более выраженным. Создание оказалось неожиданно успешным, и сила оси значительно возросла. Хотя он еще не испытывал ее в бою, он подсчитал, что она как минимум в 4-5 раз мощнее, чем раньше. Основная причина этого заключалась в существенных инвестициях, которые сделал Хань Ли, влив в истинную ось тяжелой воды 8 материалов, содержащих силу закона воды, одновременно. Многие из этих материалов были получены от прошлых врагов Хань Ли, и их можно было бы использовать для создания одного или двух бессмертных сокровищ, сравнимых по силе с истинной осью тяжелой воды. Теперь, когда все они были влиты в истинную ось тяжелой воды, было вполне логично, что произошло такое значительное увеличение силы. Помимо этого, был еще один важный фактор, а именно то, что нить закона воды, которую аватар земного божества проявил из силы веры, также была влита в истинную ось тяжелой воды. Нить закона воды, проявленная земным бессмертным, не была бы такой чистой, как та, что проявлена истинным бессмертным, который действительно освоил законы воды, но все же ее нельзя было сбрасывать со счетов. Хань Ли сделал манящий жест, чтобы притянуть истинную ось тяжелой воды в свою руку, и он почувствовал, как будто держит в руках грозное море, что позволяло ему контролировать всю духовную силу атрибута воды в радиусе 1000 километров. Хань Ли бросил истинную ось тяжелой воды, прежде чем сложил ручную печать, и ось начала испускать ослепительный синий свет, когда все 9 рун Да воды на ее поверхности загорелись, образуя синее кольцо света. Он закрыл глаза и внимательно ощутил изменения, происходящие внутри синего кольца света, пытаясь постичь законы воды. Хотя в настоящее время он совершенствовал законы времени, ему, естественно, не помешало бы освоить больше законов. Только что реконструировав истинную ось тяжелой воды, он глубже понял законы воды и определенно собирался в полной мере воспользоваться этой возможностью. Вспышка силы закона атрибута воды начала распространяться по всему району, и ближайшая морская вода снова начала бурлить, посылая грозные волны, проносящиеся по поверхности. Именно в этот момент из мешочка небесной воды, привязанного к поясу аватара земного божества, вспыхнул черный свет, и из него вылетел шар тяжелой воды 2-го уровня. Как только шар тяжелой воды появился, он тут же полетел к истинной оси тяжелой воды, прежде чем слиться с ней. Свет, излучаемый истинной осью тяжелой воды, слегка задрожал, а затем стал немного ярче. Глаза Хань Ли распахнулись, и на его лице появилось удивление, но он не стал мешать происходящему. Истинная ось тяжелой воды продолжала вращаться, когда один шар тяжелой воды за другим вылетал из мешочка небесной воды, прежде чем слиться с осью. Из-за ограничений по времени аватар земного божества не смог проявить много тяжелой воды 2-го уровня, и вскоре мешочек небесной воды был полностью опустошен. После поглощения всей этой тяжелой воды синий свет, излучаемый осью, стал ярче, а сама ось также стала значительно тяжелее. Это стало для Хань Ли очень приятным сюрпризом. Когда истинная ось тяжелой воды была впервые создана, она не была такой уж мощной, и только после того, как она поглотила огромное количество тяжелой воды 1-го уровня, она стала одним из его козырей. К сожалению, она не могла поглощать больше тяжелой воды сверх определенного предела, тем самым замедляя свой рост, но теперь, после реконструкции, она восстановила способность поглощать тяжелую воду. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, и из одного из его мешочков небесной воды вылетел шар тяжелой воды 1-го уровня, окутавший истинную ось тяжелой воды. Однако истинная ось тяжелой воды, похоже, была довольно устойчива к тяжелой воде 1-го уровня и отказывалась поглощать ее. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, но он быстро понял, почему это происходит. После процесса создания истинная ось тяжелой воды не только стала намного мощнее, но и энергия, которую она содержала, стала гораздо чище. По сравнению с этим, энергия, заключенная в тяжелой воде 1-го уровня, была более низкого уровня, поэтому поглощение тяжелой воды 1-го уровня на самом деле было бы только во вред оси. «Похоже, мне все-таки придется переработать всю свою тяжелую воду 1-го уровня», пробормотал он про себя, взмахнув рукой, чтобы достать мешочек небесной воды, а затем передал его своему аватару земного божества. К этому моменту, до появления бессмертного поместья, оставалось всего 3 года, так что времени было очень мало, и чем больше тяжелой воды 2-го уровня он сможет создать, тем мощнее станет истинная ось тяжелой воды. Аватар земного божества принял мешочек небесной воды, а затем вытянул большой шар тяжелой воды 1-го уровня. В то же время от его тела начал излучаться ослепительный синий свет, когда издалека к нему передавались вспышки силы веры, а над его головой появилась крошечная синяя нить света. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка при виде тонкой синей нити.
Вся сила закона воды, которую аватар земного божества проявил из силы веры, была влита в истинную ось тяжелой воды, тем самым сильно ослабив базу совершенствования аватара, и теперь он должен был начать все сначала в своем проявлении силы закона. Друзья, эти главы — спасение и безумная подготовка к смертельной ловушке. Даос Хуянь на драконьей лодке вырывает Хань Ли из лап иньского призрака. Хань Ли благодарит, но внутри ревет сигнализация. Подозревает связь Хуяня с дворцом реинкарнации. Собственное членство скрывает. Хуянь предлагает сделку – ключ к бессмертному поместью Адского Мороза в обмен на уровни с 4 по 9 писания оси мантры. Без них прорыв к Золотому Бессмертному невозможен, жажда силы побеждает инстинкт самосохранения. Сделка заключена, 3 года на подготовку. Хань Ли обновляет истинную ось тяжелой воды, 8 нестабильных материалов. Аватар вплавляет нить закона воды. Мощь вырастает в 4-5 раз. Оружие поглощает тяжелую воду 2 уровня. Ходячая крепость готова. Но есть слепая зона. Обновленная ось излучает колоссальную энергию. Маяк для золотых бессмертных еще на подходе к поместью. Готовлю продолжение.